В описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. Всем здравствуйте. Мы на глобальном сервере. У нас сегодня 1 июля. И нежданно-негаданно разработчики запустили новое событие, которого я даже в Китае не видел. Событие в первую очередь про донат. И событие это на постоянной основе, то есть оно будет повторяться каждый месяц. Событие идет 10 дней, и во время этого события мы можем получить вот такие вот приглашения. Также у нас здесь доступен новый боевой пропуск. Также он идет 10 дней, и эти посеребряные приглашения есть в этом боевом пропуске. Бесплатно нам здесь доступно всего 4 штуки. Если мы покупаем его, оно стоит $20. Здесь у нас они не указываются, но вот этих вот приглашений здесь 20 штук в этом боевом пропуске. Чтобы открывать эти награды, мы ежедневно выполняем базовую активность, то есть тратим хлеб, участвуем в битве в таверне один раз. Участвовать в битве в таверне не обязательно каждый день, потому что мы без этого получаем уже 40 очков пропуска, здесь их всего 300. То есть даже без битвы в таверне мы уже 400 очков за 10 дней получим, то есть избыточное количество. И это хорошо, что нас не заставляют этим заниматься. Также на рынке сокровищ у нас добавилась целая вкладка с товарами этого события. И здесь у нас доступен еще один бесплатный билет. То есть всего бесплатно мы таких приглашений получим 5 штук. И здесь у нас 9 лотов на любой кошелек. Максимальный здесь стоит $200. Насчет цен и выгоды, вообще на самом деле вполне себе неплохие предложения для тех, кто покупал вот эти сундуки. Потому что здесь та же цена, то есть $50, мы получаем 70 призывов, грубо говоря, и еще 15 билетов. За $100 мы получаем те же 140 призывов и 20 билетов. Да, здесь получается в кристаллах меньше, плюс ко всему бонусов здесь, как я понял, нету. В кристаллах я имею в виду. Но все равно многие люди покупают в том числе неудвоенные сундуки. То есть вот за такую цену. И теперь они могут дополнительно купить более выгодные товары. Понятно, для большинства игроков сразу донатер, да, вот такая вот мысль. Ой, опять про донат, я понимаю. Что поделать, игра требует большого количества ресурсов для того, чтобы ее поддерживать и развивать. Поэтому вот так вот разработчики стараются привлечь, так сказать, инвестиции. Осуждать за это их не стоит, учитывая, что в других играх ничем не лучше, а возможно, что даже еще и хуже. И тем более никто не заставляет вас покупать это все. А донатеры, они и так потратят столько денег, сколько хотели. Хоть с этими предложениями, хоть без. Так а что за билеты-то, собственно, такие? А билеты эти, как мы уже видим вот здесь вот из этой картинки, понятно, что здесь фигурка Сагамира, главный приз. Вон у него куча морковок в запасе, которыми он будет всех кормить и днем, и ночью. Здесь у нас, получается, за эти билеты, грубо говоря, баннер. В этом баннере есть ценные, очень ценные и уже физические такие самые ценные, да, по мнению разработчиков, самые ценные призы. Первый приз — это у нас, собственно, фигурка Сагамира. Их тут всего 3 штуки рассчитано в этом туре разыгрывать. То есть, если у нас событие будет каждый месяц, соответственно, много людей по всему миру смогут обзавестись вот такой вот фигуркой. Прикольной. Жаль, конечно, что здесь нету на выбор фигурки с Тиамат. Многие, я думаю, что выбрали бы Тиамат. Вполне возможно, как мне кажется, что в дальнейшем могут они сюда поставить и Тиамат. Второй приз — это у нас сундук выбора героев. Именно выбора. И здесь у нас эксклюзивный герой поддержки первого сезона и герои ДД, то есть всех школ с 1 по 5 сезон. И самый нередкий приз здесь — это уже сундук со случайным героем. То есть пул героев такой же, как и в сундуке выбора видим, но при этом выбрать мы ничего не можем, здесь выпадает случайный герой. Из сундуков выбора видим 10 штук, а случайных 20 штук предусмотрено в каждом туре. Но это редкие награды. Есть у нас еще и обычные награды. Обычные награды, видим, представляют собой окаменелости, свитки, осколки эксклюзивного героя случайного, гелиолиты и купон. Купон Midasbuy на пополнение. Не знаю, насколько он выгодный, учитывая то, что выпадало в BuffBuff, там купончики на Midasbuy выпадали. Не совсем это выгодно. Почему? Потому что там условие, что при покупке вы получаете дополнительно. При этом в Midasbuy там цены такие, что, по сравнению с тем же BuffBuff, заметно все дороже. Так что купон, для меня лично, я его даже не рассматриваю. И плюс ко всему, там по оплате для стран СНГ есть проблемы. Пробовал я белорусскую карту, которая подходит и для внутриигровых покупок, и в Steam, и для оплаты через Google Pay. Она там работает, в Midasbuy ее не принимают. Карта Visa. А для тех, кто живет
за рубежом, да, у кого карты там долларовые, евро, то возможно, что вполне себе будет выгодно. Также у нас здесь указаны шансы выпадения с позолоченных вот этих приглашений. Да, здесь два типа вот этих приглашений есть. Серебряные, есть позолоченные. Шанс на фигурку 10%, сундук выбора видим 30% и случайный 60%. И также шансы выпадения, когда мы уже используем вот эти серебряные приглашения. И видим, что проценты такие, которые, ой, большинство игроков будут огорчать. Так как на позолоченное приглашение на одно, вы посмотрите, какой шанс. Менее 0,04%. Менее 0,04%, то есть шансы очень-очень-очень маленькие. Ну, это, в принципе, и нормально, учитывая, что у нас награды очень высокие здесь, да, то есть эксклюзивный герой, ничего себе, пускай даже случайный, это очень-очень ценная награда, поэтому, да, вот такие вот здесь шансы. И разница с гелиолитами в том, да, что когда мы крутим баннер, у нас там шансы тоже редкие, маленькие очень, но мы делаем кучу призывов. Здесь же, чтобы получить кучу этих билетов, нужно потратить кучу-кучу денег. И что нам здесь пишут в описании, что событие у нас будет проходить ежемесячно с 1 числа по 11 число. И после того, как оно заканчивается, да, вот здесь у нас где, вот он, счетчик, у нас начинается период раскрытия, он длится 2 дня. И в этот период нельзя приобретать боевые пропуска и наборы события. Доступен лишь просмотр списка обладателей позолоченных приглашений и получение наград из них. Ну, дальше нам тут описывают, что мы делаем, количество ля-ля-ля. Количество позолоченных приглашений на всем сервере ограничено. То есть мало того, что у нас очень маленькие шансы, еще и количество, которые могут выпасть, оно ограничено. Ну, потому что количество наград, собственно, ограничено. Это намекают нам на то, что лучше покупать все сразу, да, бегом бежать и скупать все, да, пока у нас не разобрали эти позолоченные приглашения. Но с таким шансом, я не знаю, рассчитывать на то, что там что-то выпадет, это будет очень-очень-очень большая удача. Как у нас будут разыгрываться, вот мы видим, да, что мы здесь тратим в баннере вот в этом серебряные вот эти приглашения, а эти тратятся сами. То есть, когда мы получаем вот эти вот позолоченные приглашения, мы их не вскрываем. Мы ждем окончания события, и вот тот самый период раскрытия итогов, во время этого периода как раз таки и вскрываются вот эти позолоченные приглашения. Об этом нам здесь и пишут. В начале периода раскрытия итогов система автоматически заберет все доступные посеребряные приглашения, принудительно откроет оставшиеся. То есть, помимо того, что у нас будут показываться позолоченные, да, результаты вот розыгрыша, еще и если вы не использовали посеребряные, они будут принудительно использованы. То есть накопить их не получится. Я имею в виду, между событиями они передаваться не будут. По окончании периода раскрытия итогов все приглашения будут удалены. Пожалуйста, используйте их вовремя. Путешественники, выигравшие фигурку, получат письмо с запросом данные для доставки. Информацию необходимо предоставить в течение 30 дней. Я позже выложу видео, как у нас из Беларуси человек, который выиграл в чемпионате, последнем PvP-чемпионате, который у нас проводился на отдельном сервере, он долго переписывался с разработчиками, они наотрез отказывались высылать в Белоруссию посылку. Ну, ссылались они на санкции и все вот это вот. Но в итоге выслали. И он мне присылал видео пару месяцев назад, как он вскрывает эту посылку. Он, к сожалению, уже, а может, к счастью, уже из игры ушел, потому что он устал от рандома, который из баннеров, который со снаряжением, то есть он игру бросил. А видео я так еще и не выложил. Я, в общем, выложу это видео, посмотрите на фигурку, если еще не видели. И, соответственно, для всех, кто выиграет эту фигурку и кто находится в странах, ну, СНГ, в которые разработчики отказываются высылать посылку, будете знать, что их можно убедить. Что у нас здесь еще? Еще важное такое условие: если путешественник уже получал лимитированную фигурку ранее, при повторном выигрыше он может заполнить анкету и заменить ее на сундук выбора легендарного героя. То есть вот тот замечательный сундук вместо фигурки можно будет получить. Это шикарно. Если после завершения события останутся несобранные награды, они будут отправлены по почте. Что насчет вот этих вот предложений? Все-таки мы знаем, что в игре они стоят, допустим, $100, да, а на том же баф-бафе они стоят около 70-80, насколько я знаю. Ну, в разных странах по-разному, но для нас, допустим, в Беларуси они там около $70 обходятся. Ну, вот такое вот событие дополнительное. Оно, конечно, про донат в основном, но и бесплатно тут вам 5 билетиков даст крутануть. То есть ни к чему вас, собственно, не обязывать. Плюс ко всему можно понаблюдать, как люди будут получать вот эти вот золотые приглашения и что они будут выигрывать. Учитывая шансы, вполне допускаю, да, что количество вот этой наград, которое заложено для розыгрыша, оно не будет полностью израсходовано. То есть, мне кажется, вполне возможно, что всего лишь там несколько человек что-то выиграют, да, ну и все. Больше никому не повезет. Ну и, так сказать, для науки я приобрел некое количество вот этих билетов. Давайте посмотрим, что здесь падает, как оно падает. У меня 18 штук. Давайте сначала по одному.
100 окаменелостей, неплохой бонус. 500, ничего себе. Вот это я понимаю. Вот это серьезный бонус. 1 гелиолит, нормально. И теперь давайте сделаем то же самое, но по 5. Хопачки. Теденс, ну ничего себе, вы посмотрите. 10, 12, 13 гелиолитов. И еще 5, давайте посмотрим. Ну, здесь уже совсем поскромнее. Ну, часто, кстати, чаще всего, по-моему, вот так вот падает. То есть 30-50, насколько я видел. И здесь у нас, ну, тоже скромненько, но вполне себе неплохо. Учитывая, что вот эти стоят по 450, это, грубо говоря, мне 900 упало, да, окаменелости. Но на позолоченный, конечно же, билет, приглашение, там шансы очень маленькие. Ну и на волне такой удачи, все-таки это одни из самых ценных призов здесь вот, из обычных наград. Я докупил еще немножечко билетов. На самом деле, выгоднее предложения вот эти вот из Алого Ворона, потому что дают те же самые награды, если считать их в гелиолитах, как и сундуки, если покупать, да, с кристаллами. Но при этом вот эти вот билеты еще дают, а с билетов, как мы видим, ну, вполне себе неплохой бонус к покупке получается. Хотя, конечно, если повезет. И наиболее выгодное предложение здесь, это вот до $50. Потому что здесь у нас за $50 целых 15 билетов, а за $100 идет всего лишь 20. То есть в 2 раза цена выросла, а билетов, грубо говоря, столько же. Так что если хотите попытать удачу, но ограничиться небольшим бюджетом, то думаю, что до $50 это, ну, довольно-таки выгодное предложение. Итак, погнали дальше. Хопа. Ну еще 500, почему нет? Давайте по одной. Тут их не так много, поэтому, думаю, не будет вас это раздражать, тем более, что анимация недолгая тоже. По 500 сыпет прям уверенно. Не знаю, то ли это мне так везет, не знаю. 3 гелиолита, ничего себе. Хотя что я так удивляюсь, только что 500 выбил, то есть 5. Ну ладно, чего, давайте последние 5 билетов. Еще 500, ну нехило. В заключение давайте немножечко занимательной арифметики. Итак, всего с билетов я получил вот такое вот количество гелиолитов. Если рассматривать цену, допустим, свитков легендарных, как 450 окаменелостей за один свиток. Ну и, соответственно, 1 гелиолит это 100 окаменелостей. То есть я все, что я получаю, перевожу в окаменелости. Итого с билетов получилось 63,2 гелиолита. Ну, то есть 6320 окаменелостей. С самих покупок, то есть не считая то, что я получил с билетов, с самих покупок, я получил 137 гелиолитов. И в сумме, то есть вместе с билетами, получилось 200 гелиолитов. Ну и, соответственно, давайте рассчитаем цену за гелиолит. Цена у нас получилась $86, если смотреть цену без учета скидки в баф-баф. В реальных же ценах, то есть через баф-баф, когда мы покупаем, у меня ушло $70. Если считать в рублях, то получается 5522 рубля. Ну и, соответственно, цена за гелиолит, то есть мы просто делим сумму на количество гелиолитов полученных. Получается 27 рублей с копеечками за гелиолит, либо 35 центов за гелиолит. И это довольно-таки хорошая цена. Насколько я помню, я считал цену за гелиолит, когда мы покупаем удвоенный сундук, вот который за $100. Там получалось, по-моему, 45 рублей за гелиолит. То есть здесь, можно сказать, ну не в 2 раза дешевле, но выгоднее, заметно выгоднее. Плюс ко всему, у нас есть шанс получить все-таки очень редкую награду. Но нужно учитывать, что мне просто еще и повезло. Так как уже там, да, есть данные от других игроков, что у них с билета получается, ну, допустим, в 2 раза меньше гелиолитов. Так что это тоже нужно учитывать. Но даже учитывая это все равно заметно выгоднее, чем покупать даже двойные сундуки. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.